Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот простые, но при этом очень красивые и эффектные слитки. Данные слитки вяжутся очень быстро и просто. Вяжутся они очень быстро за счет того, что эти слитки мы с вами будем вязать из толстой объемной пряжи. В мастер-классе я буду использовать пряжу Alize Superlana Maxi. Вы можете брать абсолютно любую пряжу похожего метража. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 100 метров. В принципе, вы можете вязать и из пряжи любой толщины. Единственное, в этом случае я рекомендую вам связать образец вот этим узором мелкие соты для того, чтобы самостоятельно рассчитать, сколько нужно вам будет набрать петель. Значит, смотрите, данные слитки, как вы поняли, мы будем вязать узором мелкие соты. То есть для того, чтобы связать эти слитки, нам нужно будет сейчас вместе с вами связать вот такую вот заготовку. Эти слитки в мастер-классе я буду вязать на размер ноги где-то 37-38. Я думаю, даже на 39 размер они также подойдут. Как я сказала, в мастер-классе эти слитки я сейчас буду вязать на размер 37-38. Мы сейчас должны знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас где-нибудь здесь на экране я вам ставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. Расчеты я сейчас буду делать, исходя из размера ноги 37, так как этот узор он у нас получается эластичный, хорошо тянется, поэтому расчеты я буду делать вот именно по меньшему размеру. И по таблице мы видим, что 37 размер ноги у нас соответствует 23,5 сантиметров. Теперь мы должны размер нашей ноги в сантиметрах умножить на 2. Умножаем мы на 2, так как вот эта заготовка, которую мы сейчас с вами будем вязать, вот 2 раза вот по кругу обертывает нашу ногу. То есть длина идет вот с одной стороны и с другой стороны. И это у меня получается 47. Далее от полученного числа я рекомендую отнять минус. Смотрите, обычно я отнимаю где-то около 6 сантиметров, если я вяжу заготовку такого плана платочной вязкой. Так как я говорю, этот узор он у нас получается такой достаточно эластичный и хорошо тянется, поэтому в данном случае от полученного числа я отнимала 7 сантиметров. Поэтому я здесь рекомендую отнимать от вот этого полученного числа где-то примерно 6-8 сантиметров, в зависимости от того, насколько эластичное получилось у вас полотно. Значит, и в моем случае это у меня получается 40. То есть получается, я сейчас должна получить общую вот эту длину детали так, чтобы она у меня была вот ровно 40 сантиметров. Поэтому для того, чтобы нам определиться с количеством петель, я вязала небольшой образец. Это идет такого же плана пряжа, только другого цвета. Значит, для образца я набирала 20 петель и вот провязала вот такой вот образец. Подробный мастер-класс, как связать вот именно этот узор, есть у меня на канале, и ссылочку я вам оставлю ниже в инфобоксе. Значит, после того, как я связала образец, как я сказала, вот из 20 петель, я измерила сейчас этот образец в сантиметрах. То есть вот ширина моего образца получается вот ровно 18 сантиметров. То есть получается 20 петель, которые я набирала для образца, я делю на ширину этого образца, то есть получается делю на 18, и это у меня получается 1,1. То есть это плотность моего вязания или количество петель в 1 сантиметре. Далее вот это наше значение, то есть 40, общую длину, которую мы должны получить. 40 я умножаю на плотность вязания 1,1, и это у меня получается 44. То есть для того, чтобы получить вот
нужную мне ширину, я сейчас должна набрать на спице 44 петли. То есть по этому же принципу расчетов вы сможете высчитать, сколько вам необходимо набрать петель, если, к примеру, вы будете вязать из другой пряжи или ваша плотность будет отличаться от моей. Вязать данные слитки в мастер-классе я буду на круговых спицах. Длину спиц я взяла от кончика до кончика 60 сантиметров и диаметр спицы 6 миллиметров. Данные слитки у нас идут вот со швом по подошве, но, как я говорю, это постоянно, шов у нас идет гладкий с двух сторон, то есть он нигде не выступает ни по лицевой, ни по изнаночной стороне, и он идет такой же эластичный, как и основное полотно слитков, поэтому никакого дискомфорта он вызывать не будет. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы диаметр спиц у меня идет 6 миллиметров. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю по моим расчетам 44 петли. На спице я набрала 44 петли, и сейчас мы приступаем к вязанию первого ряда. Первый ряд у нас сейчас будет вязаться с изнаночной стороны. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Вторую петлю я провязываю лицевой. И следующую третью петлю я сейчас также просто снимаю, не провязывая, при этом сделав накид. То есть идет накид. И следующую петлю я просто снимаю, не провязывая. Теперь наше вязание будет повторяться. То есть мы будем чередовать эти петли. Одну петлю мы будем провязывать с лицевой. Следующую петлю мы должны снять, не провязывая, при этом сделав накид. То есть вот накид и петля. Мы просто эту петлю снимаем. Одна петля лицевая. Петлю снимаем, вот, не провязывая, при этом сделав накид. Одна лицевая, петлю сняли, не провязывая, при этом сделав накид. Так мы довязываем этот ряд до конца. В конце ряда у меня получается одна лицевая, далее я петлю снимаю, при этом сделав накид, и все последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей. И вязание мы сейчас переворачиваем на лицевую сторону. И с лицевой стороны приступаем к вязанию следующего ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И теперь мы должны запомнить, для того, чтобы не запутаться, особенно если вы этот узор вяжете впервые, то есть во всех лицевых рядах петли одиночные мы будем провязывать лицевыми, а накиды просто переснимать. То есть в лицевом ряду никаких новых накидов мы не делаем. То есть вот у нас идет после кромочной одиночная вот петля. Ее я сейчас провязываю лицевой. Далее идет накид, который мы делали в предыдущем ряду. Этот накид вот я просто снимаю, не провязывая, вводя правую спицу в этот накид вот справа налево. И далее у меня идет всегда, то есть после снятого накида, 2 петли у нас будет идти вот лицевых, накид снимаем, вводя вот спицу в накид справа налево, и опять 2 петли лицевых, накид переснимаем, 2 петли лицевых, накид мы просто переснимаем. И так мы довязываем этот ряд до конца. То есть вот эти петельки наши мы провязываем лицевыми, то есть 2 петли лицевых, и накиды мы просто переснимаем, не провязывая. То есть так мы будем вязать все лицевые ряды. Единственное, в начале, с учетом того, что вот эти накиды у нас будут смещаться на одну петлю, то есть в начале после кромочной вот петли может быть вот одна лицевая, как в данном случае, и потом мы накид пересняли, а может быть вот в следующем ряду у нас будет после кромочной петли идти 2 лицевых, накид сняли, 2 лицевых, накид сняли. То есть именно вот в начале ряда
Заканчиваем этот ряд вязать самостоятельно. В конце ряда я провязала 2 лицевых, накид переснимаю, далее у меня идет 1 лицевая и последнюю кромочную провязываю изнаночной петлей. И это мы сейчас с вами провязали лицевой ряд. Далее вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаем к вязанию следующего ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее, смотрите, если мы растянем немножечко наше полотно и посмотрим на наши петли, то мы видим, у нас идет сейчас чередование, скажем так, групп петель. Сначала идет 1 петля, далее вот 2 рядышком и опять 1, 2 петли рядышком. Сейчас в изнаночных рядах, там, где у нас будет идти вот эта одиночная 1 петля, эту петлю в изнаночном ряду мы будем переснимать, не провязывая, при этом сделав накид. То есть накид и следующую одиночную петлю мы просто переснимаем, не провязывая. И далее у нас идет вот группа, состоящая из 2 петель. Этих 2 петли, то есть это получается накид и петля, мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, и опять у нас идет одиночная петелька. Ее мы просто переснимаем, не провязывая, при этом сделав накид. Следующих 2 петли, то есть это петля и накид, мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Одиночную петлю переснимаю, при этом сделав накид. 2 петли вместе, то есть это петля и накид. Одиночную петлю я просто переснимаю, не провязывая, при этом сделав новый накид. То есть так мы довязываем этот изнаночный ряд до конца. В конце ряда последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной и вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. И с лицевой стороны мы приступаем к вязанию следующего ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И теперь, как я говорила, в лицевом ряду у нас всегда вот именно петли, не накиды, петли мы будем провязывать лицевыми, накиды просто переснимать. То есть сейчас, с учетом того, что у нас произошло смещение на 1 петлю, после первой снятой кромочной петли у нас получается 1 петля лицевая и 2 петля лицевая, накид пересняли, и опять 1 петля лицевая, 2 петля лицевая, накид просто переснимаем, лицевая, лицевая, то есть между накидами вот этими снятыми всегда у нас будут идти 2 лицевых петли, 1 и 2, только потом мы переснимаем следующий накид. 1 лицевая, 2 лицевая, накид пересняли. Так мы довязываем лицевой ряд до конца. В конце ряда у меня получилась 1 лицевая, 2 лицевая, накид я переснимаю, не провязывая, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И это мы закончили вязать лицевой ряд. Далее вязание опять переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны приступаем к вязанию вот как раз таки изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я просто снимаю, и далее опять смотрим на наши петли. Там, где у нас вот идет группа петель, состоящая из 2, то есть вот, вот и так далее, мы их провязываем 2 вместе лицевой петлей. Далее у нас идет одиночная петля. В изнаночном ряду эту одиночную петлю мы просто переснимаем вместе с новым накидом. 2 вместе лицевой петлей. Одиночную петлю я просто переснимаю, при этом сделав новый накид. И опять 2 вместе, это петля и накид. Одиночную петлю мы не провязываем, мы ее просто переснимаем, при этом сделав новый накид. Так мы довязываем изнаночный ряд до конца. Изнаночный ряд я довязала до конца, вязание снова перевернула на лицевую сторону. И давайте с лицевой стороны мы последний раз разберемся, как вяжется этот узор. Далее продолжите вязать полотно самостоятельно, то есть лицевой ряд. Поэтому в лицевом ряду первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее, как я говорила, петли, которые у нас вот идут именно петли, не накиды, мы их всегда провязываем лицевыми в лицевом ряду. То есть сейчас в данном случае с учетом смещения этих петель после кромочной у меня получается вот 1 петля лицевая
И далее накид. Накид мы просто переснимаем, не провязывая. И после снятого накида у нас всегда идет одинаково 2 петли лицевых, 1 и 2. Накид переснимаем, не провязывая. Вот с левой спицы на правую. И опять 2 петли лицевых, накид переснимаем. 2 петли лицевых, накид мы просто переснимаем. Так мы вяжем лицевой ряд до конца. После того, как провяжем лицевой ряд, вязание снова перевернем на изнаночную сторону и с изнаночной стороны, там, где у нас будут идти вот 2 петли рядом, эти 2 петли в изнаночном ряду мы провяжем 2 вместе лицевой петлей. Там, где у нас будет идти вот одиночная петля, вот именно с изнаночной стороны, эту одиночную петлю мы переснимаем в изнаночном ряду, не провязывая, при этом сделав новый накид. Итак, мы дальше продолжаем вязать всю высоту нашего полотна. А высота этого полотна у нас должна быть где-то примерно около 8 сантиметров. Здесь смотрите, при провязывании этого полотна рекомендовано подсчитывать эти ряды, так как нам нужно будет связать 2 одинаковые заготовки. Но я эти ряды не подсчитывала в конце, когда я вывязала вот как раз таки вот для первого слитка нужную высоту, то есть 8 этих сантиметров, я посчитала по кромочным петлям. Эта высота 8 сантиметров в кромочных петлях, вот если я когда пересчитала, получилось 10 кромочных петель. То есть сейчас я вывяжу нужную высоту, далее подключусь и продолжим вязать наш следок дальше вместе. Итак, смотрите, вот я провязала участок полотна, и в сантиметрах он у меня состоит вот ровно, как я говорила, 8 сантиметров. При провязывании этого полотна, значит, я подсчитывала не ряды, а просто в конце, когда я вывязала, как я сказала, нужную вот эту ширину, я посчитала кромочные петли. Еще раз давайте с вами вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть вот у нас 10 кромочных косичек. Это мы делаем для того, чтобы вторую заготовку связать этого же размера. И, соответственно, это же количество рядов должно быть провязано. Закончила вязание я, смотрите, провязав лицевой ряд. То есть рабочая нить у меня сейчас расположена вот с этой стороны. То есть вязание мы сейчас с вами перевернем на изнаночную сторону и приступим вязать ряд именно с изнаночной стороны. Но перед тем, как приступать к вязанию вот ряда с изнаночной стороны, давайте еще измерим вот эту нашу деталь вот именно в длину. В длину, как мы помним, она у меня должна быть 40 сантиметров. И эта моя деталь, вот если вот в ровном, не растянутом виде, у меня получается равна, ну вот, ровно 40 сантиметров. Сейчас я нашу заготовку вот эту беру изнаночной стороной вверх, и теперь с изнаночной стороны, после того, как мы получили здесь нужную ширину, смотрите, первую петлю я сейчас снимаю, это наша кромочная петля, и дальше все остальные петли я буду провязывать лицевыми, то есть и вот эту одиночную петлю я сейчас провязываю лицевой. И вот эту петлю вместе с накидом я сейчас также провязываю лицевой петлей одной. То есть я сейчас просто все петли провязываю лицевыми. То есть вот здесь у нас идет накид плюс петля. Я их провязываю 2 вот вместе лицевой петлей. И одиночную петлю вот в изнаночном ряду я также провязываю вот лицевой петлей. То есть так я сейчас довязываю этот ряд до конца, провязывая просто все петли лицевыми. Итак, вот лицевыми петлями я провязала ряд с изнаночной стороны. И далее вязание я вот разворачиваю на лицевую сторону. Теперь как раз таки начиная с этого лицевого ряда, вот здесь в средней части наших следков мы будем провязывать сейчас вот по 2 петли вместе, так чтобы вот здесь мысок наш сужался. Сейчас мы эти петли распределим. То есть смотрите, всего на спице я набирала 44 петли. 44 петли. Эти 44 петли я сейчас разделю в начале на 2 части. Разделить на 2
И это у меня получается 22 петли. Теперь мы начертим отрезок. И этот отрезок вот разделим, получается, на 3 части. То есть центральная часть и 2 боковые части. То есть сейчас получается, вначале мы разделили вот наши петли на 2 части, то есть как бы подразумевая центральная часть и боковые части. Так, и это бы сейчас у нас получалось. То есть 22 петли центральная часть и по 11 петель боковые вот эти части. То есть итого 44. Но я сейчас по одной петле от центральной части отдам вот в одну и во вторую боковую часть. То есть вот сюда одну петлю и вот сюда одну петлю. И это у меня будет выглядеть сейчас следующим образом. 20 петель центральная часть и по 12 петель вот эти боковые части. И сейчас, после того, как мы сделали эти расчеты, эти петли вот я отметила маркерами. То есть 12 петель маркер, 20 петель маркер и 12 петель. Итого 44. Значит, теперь вязание я беру, соответственно, лицевой стороной вверх. И те участки, где у нас идут наши боковые части с одной и со второй стороны, здесь мы просто провязываем все петли лицевые. Первую кромочную петлю я сейчас снимаю. И все остальные петли до вот этого маркера я сейчас провяжу лицевыми. Итак, вот я довязала до маркера. Маркер этот я перебрасываю сейчас на правую спицу. И вот теперь петли вот этой центральной части, то есть до маркера, я сейчас буду провязывать по 2 вместе. То есть первая и вторая петля, я их провязываю 2 вместе лицевой петлей. И опять первая и вторая петля. Мы их провязываем сейчас вот 2 вместе лицевой петлей. И опять 2 вместе лицевой петлей. То есть так я сейчас провязываю вот этот центральный участок нашего полотна по 2 петли вместе до следующего вот этого маркера. Итак, вот здесь я провязала сейчас по 2 петли вместе до маркера. Маркер перебрасываю сейчас на правую спицу и просто лицевыми петлями я сейчас провяжу вот петли второй боковой части, то есть по одной. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу здесь изнаночной. Далее вязание я перевернула на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны здесь мы никаких убавлений больше делать не будем. Здесь мы просто с изнаночной стороны вяжем этот ряд до конца, провязывая все петли лицевые. То есть петли одной боковой части, второй боковой части и центральную часть. Мы также их все провязываем лицевыми. Далее я сейчас вязание перевернула на лицевую сторону, и теперь вот именно в этом лицевом ряду здесь я также никаких убавлений делать не буду. То есть я сейчас провяжу лицевыми петлями лицевой и изнаночный ряд, также провяжу лицевыми петлями. То есть здесь в именно этом ряду никаких убавлений мы делать не будем. Мы просто вот провязываем все петли лицевые. То есть так провяжите лицевой вот до конца ряд и изнаночный. Итак, вот я провязала 2 ряда, лицевой и изнаночный. Вязание я перевернула сейчас на лицевую сторону, и с лицевой стороны вот здесь именно в центральной части мы снова будем делать убавление этих петель. Поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее лицевыми петлями я провязываю первую боковую часть до маркера. Маркер перебрасываю сейчас вот на правую спицу. И вот теперь вот петли центральной части сейчас мы также провяжем по 2 вместе. То есть вот первая и вторая петля, мы их провязываем 2 вместе лицевой петлей и опять 2 вместе лицевой петлей, 2 петли вместе и опять 2 петли вместе. Еще раз 2 петли вместе, и центральная наша часть
сейчас состоит вот из 5 петель. Маркер, в принципе, этот можем сейчас уже убрать, так как здесь мы больше никаких убавлений делать не будем. Мы сейчас просто довяжем сначала лицевой ряд вот до конца лицевыми петлями. Далее вот вязание я разворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны мы также провяжем этот ряд до конца лицевыми петлями. Этот маркер также можно уже убрать. Вязание я перевернула сейчас вот опять на лицевую сторону, и вот здесь у нас получилась вот такая вот обвязка платочной вязкой. И теперь с лицевой стороны я буду закрывать петли. Петли эти я закрываю так, чтобы они не были сильно туго перетянуты. Поэтому закрывать можете любым способом. Самое главное, чтобы край не был очень тугой. Я это буду делать с помощью накидов. То есть первую петлю я сейчас снимаю, делаю накид, то есть рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя. Следующую петлю я провязываю лицевой. Далее накид я протягиваю и спускаю через провязанную петлю. И петля, которая была на спице, я также ее протягиваю и спускаю. Еще раз. Одна петля на спице. Делаю накид. Следующую петлю я провязываю лицевой. Далее накид я протягиваю и спускаю через провязанную петлю. И петля, которая была на спице, также ее протягиваю и спускаю. То есть таким образом мы закрываем все эти петли до конца ряда. Итак, вот я закрыла петли края до конца. Спицы можно уже убрать. И теперь смотрите, нам осталось только сшить наши слитки. Теперь смотрите, вот именно два этих края задней части у наших слитков я буду соединять между собой с помощью крючка. В принципе, можете сшить этих два края и иголкой, а подошву я буду сшивать вот именно иглой. Следок я выворачиваю, во-первых, на изнаночную сторону. И вот здесь в кромочную петлю я вставляю вот в верхушку самую крючок. И здесь подхватываю вот эту вот последнюю петельку, где вот мы закрывали как раз сейчас эти петли. И вынимаю ее в эту сторону. И теперь мы приступаем вот как раз таки к соединению этих двух краев с помощью крючка. То есть крючок я вставляю сначала в одну кромочную петлю, то есть от одного края. И далее кромочную петлю от второго края. Подхватываю рабочую нить, вынимаю петельку, и эту петлю я сразу же провязываю вот через ту, которая у нас находилась на крючке. То есть еще раз, петля на крючке, вставляю крючок сначала в кромочную петлю одного края, вот, и в кромочную далее петлю второго края полотна, то есть вот два края. Подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю. И эту петлю я сразу же вот продеваю вовнутрь той петли, которая у нас находилась на крючке. Еще раз вставила сюда, сюда, подхватила ниточку и провязала сразу же. То есть так я соединяю вот здесь этих два края полотна. При вот именно сшивании обязательно контролируем, чтобы вот здесь два вот этих уголка у нас ровно сошлись между собой. Итак, вот я соединила два края полотна между собой. Вот у меня все ровно сошлось. Так, вот здесь два края ровненько между собой сошлись. Теперь эту последнюю петлю я беру и просто вытаскиваю. При этом нить от моточка я сейчас уже обрезала. Нить эту обрезаем с тем учетом, чтобы сейчас этот кончик мы должны вставить вот в иголку с большим ушком и сшить подошву. Сшивать вот именно подошву у наших слитков я буду, держа вот нашу заготовку изнаночной стороной вверх. И смотрите, так вот идет мой наборный кончик, я его откладываю, и прошивать подошву я буду за кромочные петли, вставляя иголку вот как бы от шва наружу. Вот наш шов идет, или вот здесь от себя, и дальше здесь также от шва, вот наш шов, и на обратную сторону, то есть или к себе. То есть вот от себя
вот от себя и здесь к себе закромочные петли. От себя закромочные петли, а здесь к себе закромочные петли. Итак, смотрите, вот я прошила всю длину подошвы. То есть вот таким образом этот шов смотрится у нас вот именно с изнаночной стороны. Идет все абсолютно гладко, нигде ничего не выступает. Перед тем, как дальше продолжать вот сшивать этот небольшой участок, потяните ваше полотно, убедитесь в том, что здесь нигде ничего не перетянуто. И далее вот здесь у нас остался небольшой вот этот вот участок, где-то примерно сантиметр-полтора, и кромочные петли вот я по кругу сейчас одену вот на иглу и вот эту вот маленькую дырочку просто стяну для того, чтобы здесь вот этот вот уголок сильно не торчал. То есть вот мы аккуратно здесь все стягиваем и вот буквально несколькими стежками с одной и с другой стороны это хорошенечко сейчас закрепим. Ниточку теперь я обрезаю. И теперь фактически у нас всего лишь два кончика, то есть один кончик вот от нашего начала вязания и второй от конца вязания. То есть ниточку эту я сейчас расслою на отдельные вот такие тоненькие ниточки, вот они у нас идут, и каждую из этих вот ниточек попарно, вот по 2 штучки закреплю в разных сторонах этого полотна здесь, и то же самое мы сделаем на пятке. И вот, друзья, после того, как мы спрятали кончики по изнаночной стороне, наши следочки полностью готовы. То есть вот таким образом они у нас смотрятся с лицевой стороны, то есть шов идет абсолютно гладкий, нигде ничего не выступает. То есть вот на ножки сидят красиво, элегантно и нарядно. При желании сейчас вот здесь центральную часть следка можно украсить. Я для примера вот связала вот такой вот бантик. Подробный мастер-класс, как вяжется такой бантик, есть у нас с вами на канале. Ссылочку я оставлю ниже в инфобоксе. То есть получаются такие тогда как балетки. Можно будет украсить помпоном из меха или можно сделать помпон из ниточек. Тоже будет смотреться, смотрите, очень красиво и нарядно. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно с вами встретимся в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.